Рада приветствовать всех любителей вязания. Сегодня я хочу предложить вашему вниманию красивый, фактурный, рельефный узор. Джемпер, который вы видите на картинке, связанный таким узором, выглядит стильно, современно и изысканно. А сложности в исполнении такого узора нет совершенно никакой, так как формируется он всего лишь одним рядом. Перед вами схема узора. Раппорт узора в высоту составляет 20 рядов, в ширину раппорт узора составляет 12 петель. Для того, чтобы набрать нужное количество петель для вязания такого узора по кругу, ваше количество петель должно делиться на 12. Плюс необходимо добавить одну петлю для замыкания петель в круг. Чтобы набрать нужное число петель для вязания такого узора поворотными рядами, ваше количество петель должно делиться на 12, на число петель раппорта, плюс необходимо один раз добавить еще 4 петли симметрии, которые провязываются только один раз в конце каждого лицевого ряда. И плюс добавить еще 2 кромочные петли. А теперь давайте вместе свяжем образец такого узора. Для образца поворотным вязанием на спице я набрала 18 петель. Это один раппорт узора из 12 петель, плюс 4 петли симметрии, 16 петель, и плюс 2 кромочные петли, 18 петель. Первый лицевой ряд, а также все нечетные лицевые ряды вяжутся одинаково, справа налево по схеме и при вязании по кругу, и при вязании поворотными рядами. Кромочную петлю я снимаю. Изнаночная петля. Две лицевые петли. 2 изнаночные петли. Я вяжу бабушкиным способом вязания. 6 лицевых петель. Изнаночная петля. Мы провязали раппорт узора. Если у вас несколько раппортов узора, повторяете эти 12 петель. Я вешаю после каждого раппорта, сейчас после своего одного раппорта, маркер. В конце ряда, после последнего раппорта, вешаем маркер и провязываем 4 петли симметрии. Изнаночная петля, 2 лицевые петли, изнаночная петля, и в конце ряда кромочная петля у меня, изнаночная бабушкина петля. Мы провязали первый лицевой ряд, работу разворачиваем на изнаночную сторону, и второй изнаночный ряд вяжем по рисунку и при круговом вязании, и при поворотном вязании. Кромочную петлю снимаю, лицевая петля, 2 изнаночные петли, то есть вяжем ту петлю, какую видим. Далее видим лицевую, вяжем лицевую. Мы провязали петли симметрии в начале изнаночного ряда, и далее провязываем петли раппорта. Видим лицевую, вяжем лицевую, видим изнаночную, вяжем изнаночную. И так до конца ряда все петли провязываем по рисунку. То есть как смотрят петли. И лицевая. Кромочная петля, изнаночная бабушкина петля. Мы провязали второй изнаночный ряд. Работу разворачиваем на лицевую сторону и начинаем провязывать третий лицевой ряд.
Третий лицевой ряд вяжется точно так же, как первый лицевой ряд. Затем четвертый изнаночный ряд вяжем по рисунку. Пятый лицевой ряд вяжем как первый ряд. Шестой ряд изнаночный вяжем по рисунку. Точно так же и при круговом вязании. Первый, третий, пятый ряды вяжем по схеме, а второй, четвертый и шестой ряды вяжем по рисунку. Я провяжу эти ряды за кадром. Вы провяжете эти ряды самостоятельно и встретимся в седьмом лицевом ряду, где я покажу, как провязать вот такой прием перекрещивания 6 петель с наклоном влево. Я провязала 6 рядов. Вот так сейчас выглядит мое полотно. Седьмой лицевой ряд. Кромочную петлю снимаю. Изнаночная петля. 2 лицевые петли. 2 изнаночные петли. И далее нам нужно перекрестить 6 петель с наклоном влево. Вот эти 6 петель. Первые 3 петли переснимаем на правую спицу, не провязывая. Нить у нас за работой. Следующие 3 петли провязываем лицевыми петлями. На правой спице 3 переснятые петли и 3 провязанные петли. И теперь перед работой левую спицу вводим слева направо в переснятые петли. Вот так это выглядит. Придерживаем пальцами провязанные петли и правую спицу выводим из всех 6 петель. Возвращаем на правую спицу провязанные петли. И вот так перекрещиваем 6 петель с наклоном влево. На правой спице провязанные петли, на левой спице не провязанные. Провязываем 3 лицевые не провязанные петли. Вот так это выглядит. Мы без дополнительной спицы перекрестили 6 петель с наклоном влево. Следите, чтобы ниточка, которая у вас протянулась сзади работы, перед непровязанными петлями, была не туго, она вот здесь, была не туго натянута. А должна она лежать свободно на полотне, чтобы не стянулся жгутик. И продолжаем вязать узор по схеме. Изнаночная петля. Мы провязали раппорт узора, маркер переснимаем и повторяем раппорты узора по очереди до конца ряда. В конце ряда после последнего раппорта переснимаем маркер и провязываем 6 петель, 4 петли симметрии изнаночная, 2 лицевые петли, изнаночная петля и кромочная петля изнаночная. Мы провязали 7 лицевой ряд, работу разворачиваем на изнаночную сторону и провязываем 8 изнаночный ряд по рисунку самостоятельно. Затем провязываем 9 лицевой ряд. Он вяжется точно так же, как первый лицевой ряд. Затем провязываем 10 ряд по рисунку. Затем 11 ряд вяжем точно так же, как первый лицевой ряд. И 12 ряд, последний вверх по вязанию, провязываем по рисунку. И далее начинаем повторять узор с 1 по 12 ряд в высоту.
Друзья, на этом у меня все. Надеюсь, узор вам понравился. Мастер-класс тоже понравился. Желаю всем легких петелек, красивых изделий. Вяжите с удовольствием. До встречи на канале.